Дорогие друзья, всем ассаламу алейкум. Вы на канале Шеф Готовит. И сегодня мы будем готовить шашлык из рыбы. Мы приехали на второй рынок, чтобы купить продукты. Желаю вам всем приятного просмотра. Вот пистолет шикарный. Все, упаковали вашу 1950. Приходили, поэтому тягово. Да? Да. Все, спасибо. Видео нам все Все, спасибо большое. До свидания. Кс-кс-кс-кс. Сазана мы разделали прямо на рынке, чтобы здесь не разводить вот эту грязь, вот эти все чешуйки, чтобы не разлетались по беседке. И вам советую, кто живет там в квартире или в частном доме, без разницы. Очень удобно, когда на рынке рыбу покупаешь, чтобы попросить продавца, чтобы сразу вам ее разделали так, как вам нужно. В общем, маринад у нас будет максимально простым. Я приобрел специи, которые подходят к рыбе. Думаю, шашлык будет очень вкусным. Наш тандыр сейчас в процессе. Там горит хороший огонь. Пока он нагревается и набирает нужную для нас температуру, мы замаринуем рыбу. Вот такие вот кусочки у нас получились, как пистолетики. Четко нам разделали рыбу. Вот такую взял приправу для рыбы. Не реклама, ничего. Это вот смесь специй, которые сочетаются с рыбой. Опа. Пахнет вкусно. Так, добавим сначала масло. На гарнир немного картошки молодой возьмем. И шампиньонов. Чуть посолим. Наш будущий шашлык. И специи, приправы для рыбы.
А на наши овощи, грибы и картошку хочу паприку такую копченую добавить. Тоже помешаем. Тандыр раздымился. Видать, ему не терпится поскорей, чтобы в него закинули будущий шашлык. Так помещается. Вот так вот. Сейчас будем заполнять этажерку нашим будущим шашлыком. Вот такая вот заряженная этажерка с будущим шашлыком у нас получилась. Маринованная рыба, шампиньоны и молодая картошка ждут, пока приготовится наш тандыр. Ну а сейчас мы с вами приготовим соус к нашему будущему шашлыку. Ну а в приготовлении соуса мне поможет вот такой вот замечательный кухонный робот от бренда Atwell. Кстати, на прошлом видео я уже с ним один видеорецепт снимал. Тоже готовил рыбу на пару с овощным соусом и с гарниром из риса. Очень крутой робот, многофункциональный. И сейчас будем готовить в нем соус. Расскажу вам небольшую историю, что приключилось с прошлым моим кухонным роботом от бренда Atwell. Да, это не тот же самый, это новый. Я его только что вот за кадром распаковал. Вот даже пленочка здесь есть. В общем, ко мне звонит мой товарищ и говорит, что ему срочно понадобился на работу вот такой вот кухонный робот от бренда Atwell. Он, кстати, работает шеф-поваром в одном из ресторанов города Дербент. Я ему говорю, в чем проблема, там есть под роликом ссылка. Можешь по моему промокоду там обратиться, получишь скидку и тебе доставят. Там несколько дней займет. Он говорит, нет, у меня на работе там горит, кипит, срочно нужен этот робот. В общем, он купил мой, а себе я заказал новый. Вот такая вот история с прошлым роботом приключилась. Ну а сейчас будем готовить соус. Для соуса я купил на рынке вот такую вот домашнюю сметану. Это, можно сказать, почти как сливки. Настолько она вот жидкая, свежая. Сейчас крупным планом покажем вам. Заливаем сметану. Я взял свежие веточки тимьяна. Добавим в наш будущий соус. Теперь возьмем лимон. Нам понадобится цедра лимона для соуса.
И немного соли. Почему я готовлю соус здесь? В принципе, я мог там вручную все это нарезать, нашинковать. Мне нужно, чтобы сметана домашняя, я специально взял такую жидкую, я мог взять в магазине там густую сметану, в которую ложку воткнешь, она будет стоять. Нет, мне нужна была именно такая. Я хочу, чтобы она немного взбилась и получился такой воздушный соус сливочный. Он будет, кстати, нереально сочетаться с рыбой, тем более с шашлыком из сазана. Так что включаем. Так, сметанный соус наш взбили до такой густоты. Опа. Попробуем. Очень нежный соус и такой освежающий тимьян дает яркий свой вкус. Очень вкусно. Вместе с кухонным роботом в комплекте Atwell прислал нам вот такую вот книгу с рецептами. Тут каких только рецептов нет, и все это готовится на этом кухонном роботе. Давайте я вам немного о нем расскажу. Кухонный робот от бренда Atwell. Это кухонный робот, который заменяет кучу разной техники, которой обычно вы все привыкли пользоваться. Это мультиварка, пароварка, блендер, миксер, измельчитель, сувид, кухонный комбайн, мясорубка и даже весы. То есть вместо огромного количества техники достаточно иметь один робот. У робота есть 18 программ, но можно и свои параметры задавать. Он измельчает, замешивает тесто, взбивает крем, готовит очень многое, от жарки мяса до десертов. Оставляем на минут 20-25, потому что жар у нас очень такой серьезный, а рыба готовится быстро. Прожарилась внешне, визуально просто идеально прожарилась.
Друзья, вот и получился наш шашлык в тандыре. Вы знаете, все блюда, которые готовятся в тандыре, они получаются по-особенному вкусными. Они по-особенному пахнут. И вот даже сейчас наш шашлык из сазана морского не исключение. Он очень вкусно пахнет. Маринад, ну вот вы видели, простой маринад, ничего сверхъестественного. Я вам как-то не раз уже говорил, что свои видеорецепты я стараюсь готовить такие рецепты, чтобы вы могли с легкостью повторить. И вот посмотрите, как отделяется мясо. Рыба отлично прожарилась. Сейчас будем пробовать. Ну, пробуем. Бисмилля. Прям такой хрустящий, сочный шашлык. В рыбе нету костей, все кости мы удалили. Очень вкусный шашлык получился. Попробуем грибочек. Соус немного не доглядел, перевзбил, но он все равно очень вкусный. Друзья, повторяйте этот видеорецепт, готовьте у себя в огороде, не ленитесь, радуйте своих близких. Ну а вот такой вот многофункциональный, замечательный кухонный робот можете приобрести по ссылке, которую я оставлю в описании под видео. Робот очень классный, я вам его от души рекомендую. Я думаю, в каждом хозяйстве он незаменим. Можете даже взять и порадовать свою маму, бабушку, тетю или сестру, или же жену вот таким вот замечательным подарком. Ну а на этом наше видео подходит к концу. И я думаю, многие из вас заметили то, что мои кулинарные видеорецепты выходят в последнее время очень редко. Вы все заметили то, что YouTube стали блокировать, YouTube стал более-менее такой заторможенный, превьюшки не показываются. Ну, в общем, и монетизацию отключили за русского зрителя. Это все для вас не новость. В целом и формат фудблога мне уже как бы приелся. И, возможно, это даже последнее мое видео, которое я снимаю в таком формате фудблога. Следующее видео выйдет на канале «Шеф готовит». Я думаю, в скором времени вас будет ждать формат интервью, то есть, я с вами немного пообщаюсь. Ну, а потом в конце этого интервью, в конце нашего с вами общения, я вам расскажу небольшую новость. Думаю, что вам она должна будет понравиться. Всем крепкого здоровья, всем удачи. С вами был я, Мухаммад Муртазалиев. До новых встреч. Ассаламу алейкум.